На Гран-при в Сочи будет Рубилова. Чтобы попасть в финал, Туктамышева и Хромых нельзя пропускать вперед бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс. До конца серии Гран-при остался всего один этап, и примет его Олимпийская арена «Айсберг» в Сочи. В женском одиночном катании от России там выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Кто все-таки попадет в финал Гран-при и произведет самое мощное впечатление на судей и федерацию накануне чемпионата России? Про Камилу Валиеву смело можно сказать, что она сейчас соревнуется в отдельной лиге. Она приземляет тройной аксель в короткой программе, в произвольной делает 3 четверных прыжка с тройным акселем, и при этом еще обходит всех по второй оценке. Неудивительно, что именно ей принадлежат 2 из 3 действующих мировых рекордов. Опередить Валиеву способна, пожалуй, лишь Александра Трусова образца контрольных прокатов в Челябинске, но она не заявлена на этап в Сочи, пропустит финал Гран-при и вообще пока что восстанавливается после перелома стопы. В общем, Валиева может не попасть в финал только в случае какого-то фантастического стечения негативных обстоятельств, чего мы ни в коем случае не хотели бы. Итого в финале собралось уже 3 участницы: Анна Щербакова 2 победы, Каори Сакамото 4 и 1 место и Камила Валиева 1 и предположительно 1 место. Остается 3 свободных квоты. Из уже выступивших на 2 этапах на них претендуют Алена Косторная 2 и 3 место и кореянка Юен 3 и 3 место. Шансов мало, но теоретически они есть. Елизавета Туктамышева и Майя Хромых перед заключительным этапом в Сочи имеют по 13 отборочных очков в финальном зачете. Каждая завоевала серебро на своем первом этапе. Значит, именно от их расстановки мест в турнирной таблице будет зависеть итоговый состав финалисток Гран-при. Елизавете Туктамышевой больше других не повезло с распределением на этапы Гран-при, потому что на обоих этапах ей в сопернице досталась Камила Валиева. А это значит, что даже при кристальном исполнении лучшей версии себя в плане прыжков и катания Лиза не могла бы претендовать на победу. Именно так получилось в Ванкувере. Туктамышева набрала 232,88 балла, и этого хватило бы, чтобы первенствовать на этапах в Лас-Вегасе и Гренобле. 2 победы на 2 этапах, красная ковровая дорожка до финала Гран-при. Но в присутствии непобедимой Камилы с ее 265,8 балла цена блестящих прокатов Елизаветы в Ванкувере – лишь 2 место. Оно для отбора в финал тоже годится, но чтобы гарантированно не попасть в рубку дополнительных критериев, на заключительном этапе Лизе нужно снова становиться 2-й. Проиграть в Сочи кому-то еще, кроме Валиевой, Туктамышева не имеет права. Месяц назад это еще не казалось чем-то нереальным. Лиза шла по сезону уверенно, от старта к старту набирая форму, без проблем справляясь с тройным акселем, самым сложным прыжком в своем арсенале. Но главное, ее наконец-то начали принимать судьи. Ее прогресс в катании, связующих шагах, вращениях и качественно ином отношении к программам случился не сейчас и даже не вчера, но судьям понадобилось почти 2 сезона, чтобы оценить старания Лизы по достоинству. По компонентам Туктамышева до недавнего времени была среди лидеров, и это тоже внушало определенный оптимизм. В общем, Лиза готовилась к своему 2-му этапу. А по пути, чтобы не терять времени и получать соревновательный опыт, должна была заехать на Кубок Австрии в середине ноября. Но накануне этого старта у фигуристки была кошмарная ночь с внезапным ухудшением самочувствия и поднявшейся температурой, и как следствие, напряженное ожидание результатов ПЦР-тестов. К счастью, тест на вирус оказался отрицательным, но часть тренировочного времени была упущена. Наверняка команде Туктамышевой было жаль терять запланированный старт в Граце, но самая болезненная потеря в этой ситуации – форма. Даже несколько дней простуды с температурой ощутимо сказываются на функциональной готовности. За пару дней без тренировок человек, конечно, не разучится прыгать, но почти наверняка потеряет стабильность. Учитывая, что за 2 место с Туктамышевой будет бороться Майя Хромых, любая ошибка может оказаться фатальной. В то же время сама Майя Хромых пока не демонстрирует абсолютную результативность.
В ее активе этого сезона 3 старта, самым удачным из которых оказался стратегически важный этап в Турине. Именно те 226,35 балла позволили Майе не только стать серебряным призером, но и присоединиться к гонке за финал Гран-при. Главное оружие Майи Хромых – четверной тулуп, который она способна исполнять в каскаде и сольно. При чистом исполнении это серьезное увеличение базовой технической стоимости, уравнивающее Майю в возможностях как минимум с Туктамышевой. В целом, из 6 попыток исполнения четверных тулупов абсолютно чистыми вышли только 3. На турнире в Будапеште был степ-аут, на турнире в Варшаве – степ-аут и падение с сильно недокрученного прыжка. В протоколе его даже понизили до стоимости тройного. Неожиданно проблемным элементом оказался сольный тройной Ридбергер. На 2 стартах из 3 Майя не смогла сделать его чисто в произвольной программе. А еще 2 турнира подряд техническая бригада оценивает дорожку шагов Хромых только на 2 уровень. Это такая необязательная потеря баллов, которую Майя и ее команда явно хотели бы избежать. При этом у Хромых есть 2 добротные программы, работающие на нее и помогающие в произведении нужного впечатления на судей и зрителей. Кто-то даже говорит, что Майе поставили едва ли не лучшие программы в «Хрустальном», но это утверждение слишком необъективно, чтобы относиться к нему всерьез. Дело тут вовсе не в сравнении с другими фигуристками, а в том, что и блюз в короткой оставленной с прошлого сезона, и Мулен Руж в произвольной программе выглядят продуманными, не случайными и осмысленными, и этого уже достаточно для желаемого результата. По поводу Мулен Руж было много опасений из-за заезженности музыки и тяжести образа для 15-летней Майи, но все получилось достаточно деликатно. В этом заслуга и постановщика, и самой фигуристки, ее мягкой презентации. Приятный факт перед этапом в Сочи: если Лиза и Майя в любом порядке расположатся на 2 и 3 месте, в финал попадут и они обе, и Алена Косторная. А вот если на 2 место сумеет пробиться бельгийка Луна Хендрикс, кто-то из наших девушек может лишиться места в финале. Потому что в таком случае набор из 24 очков 2 и 3 место 2 этапов будет у нескольких претенденток, и их число больше, чем количество вакантных мест. Полный состав участниц на Гран-при в Сочи в женском одиночном катании. Ольга Микутина, Австрия; Екатерина Рябова, Азербайджан; Луна Хендрикс, Бельгия; Виктория Сафонова, Беларусь; Мейдлин Скиза, Канада; Ева Лотта Киибус, Эстония; Рино Муцуйки, Япония; Екатерина Куракова, Польша; Мэрайа Белл, США; Майя Хромых; Елизавета Туктамышева; Камила Валиева, Россия.